Всем привет! У меня снова порвало тросик газа. Сегодня расскажу, как его устанавливать. Вот его можно увидеть, как хорошо его разорвало. Видите, кусочек отлетел, оторвался. И вот вторая часть. Первым делом нужно купить газовый тросик. У меня четырехтактный скутер. Я вот купил за 70 гривен. Так, раскручиваем корпус, потому что нам нужно протягивать будет тросик. Эту часть нужно снять, передок, и снять сидушку надо будет. Так, ну вот корпус я снял. Передний бампер тоже снял. Все уже видно, все уже находится в полной доступности. Значит, вот у нас тросик старый. Вытягиваем его. Легко достается. Такая штучка, ее протягиваем. И вот давим. Берем, значит, ключ на 12. Нам надо вытянуть, раскрутить вот эту хаечку. Она легко откручивается. Раз, два. И вот здесь вот нужно вытянуть. Саму вот эту пихточку. Так, ну вот мне наконец-то удалось тросик вытянуть. И высовываем тросик наш. Но не до конца. Значит, берем веревочку, привязываем эти вот концы, чтобы можно было вытянуть. Сейчас привяжу. Привязываем один конец троса, веревка, просто обычная веревка, что угодно может быть, капронка, веревка, нитка, только прочная. И привязывается вторая часть тросика. Конечно, немного, посмотрю, поврежден. Это повреждение есть тут. Ну вот мы зацепили веревочку за тросик. И перетягиваем трос, для того, чтобы было нам удобно вставлять. Вытягиваем старый тросик и вытягиваем новый. Перетягивается. Раз. Вот оно уже перетянулось. Вот перетянулось отсюда, вытягиваем. Так, ну вот я старый уже вытянул. Старый тросик вытянул, затягиваем теперь новый. Для того, чтобы не рвать ничего, надо аккуратно его затянуть. Затягиваем в петли. Опа. Конечно, сложно идет, но идет. Тросик протянули. Для удобства теперь смажем его
для того, чтобы он у нас долго держался. Смазываем один конец тросика. Здесь вам видно. Один смазываем. И потом смазываем второй конец. Вот у нас второй конец. Тоже надо смазать аккуратненько, чтобы он хорошо ходил. Так, ну что, в первую очередь устанавливаем переднюю часть, там где у нас зеркало. После смазки протягиваем через эту втулочку тросик. Легко протягивается. И закрепляем на болтик. Здесь такой специальный болт. Зацепляем. Зачем мы вначале переднюю часть регулируем, для того, чтобы нам уже было легче регулировать уже заднюю часть. Так, ну вот корпус мы поставили. Теперь закручиваем болтики. Снизу, сверху и снизу. Так, ну вот протянули тросик. Значит, протягиваем тросик так, чтобы он никуда не цеплялся. Особенно за воздуховод, потому что будет беда. Вот он проходит по краю. И теперь цепляем его за эту пимпочку. Тут есть такая пимпочка. Насаживаем. Так, ну вот, значит, ключами регулируем здесь вот болтики, чтобы оно плотно лежало. А также на ручке. Вот здесь вот тоже надо отрегулировать. То есть, чтобы не было люфта, надо регулировать, ну, вот здесь на ручке с номером. Какой там у вас есть. Эти вот все фишки. То есть, если тут немного не хватает, значит регулируем здесь на карбюраторе. То есть ближе, меньше. Если и там не хватает, значит регулируем здесь на ручке. Но в данный момент у меня ручка не болтается особо. Ну, в принципе все. Дальше собираем скутер, ставим корпус. Седло. И скутер у нас готов к бою. Все, всем спасибо за внимание. Ставим лайки. Всего доброго. До свидания.